Если вы любите игры, где можно друг другу делать подлянки, при этом чтобы они игрались быстро, достаточно весело, иногда агрессивно, но при этом побеждали вы во всех этих играх по победным очкам, а не полностью аннигилируя соперника, да и вообще, в принципе, в этой игре нельзя никого аннигилировать, то сегодняшний обзор для вас. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня настольная игра Forge Flame. И это игра, где каждый из вас возьмет на себя управление командой из трех разношерстных, да по факту, монстров. Там есть и желатиновый куб, и летит, и джин, и дракон, и гоблин. Все, что только можно себе представить. Такие классические стереотипные монстрики из различных фэнтези миров, включая подземелья и драконы. И вы узнали о том, что вновь пылает пламя в древней кузнице, которая называется Forge Flame. И там же можно нарыть кучу минералов и сковать волшебные артефакты. И вы с вашими коллегами, так сказать, отправляетесь в кузню для того, чтобы эти самые артефакты сковать. Но вы хотите, чтобы все пламя кузни досталось вам, и чтобы все залежи руды и различной магической тоже достались вам, и чтобы артефакты, конечно, тоже стали только вашими. Поэтому в игре победит тот, кто скует самые крутые и мощные артефакты в тот момент, когда один из игроков закончит четвертый. В игре есть два варианта завершения игры. Первый — это когда, соответственно, один из игроков сковал 4 артефакта себе, и тогда мы считаем очки. А второй — это если нашу кузню заполонили вредные кобальты, которые будут нам, в принципе, здесь мешаться. Ну как мешаться? Они будут мешаться, если сами по себе. А вот если вы сможете подтолкнуть их к вашим оппонентам, то, возможно, они вам даже помогут. В игре достаточно простая механика. Вы в свой ход разыгрываете одну из 5 карт, которые у вас есть на руках, и она позволяет вам управлять вашим персонажем, делать какие-то вещи, передвигаться по игровому полю. Потом это делают другие игроки, делаете это снова вы, и так делаете 4 раза, и тогда заканчивается раунд. Одна карта у вас остается на руках, вы добираете к ней еще карточек и продолжаете, соответственно, играть. Давайте же потихонечку разбираться, как играть в Forge Flame. Итак, каждый игрок вначале берет себе 3 персонажей. Вот, в частности, у нас вот там есть каменный голем, гоблин и нечто похожее на Рагнароса. Здесь у нас, соответственно, и летит, гном, алхимик и джин. А у меня в руках будут 3 персонажа. Это дракон Жадина, Валендра, она темный эльф, и желатиновый куб. Люблю желатиновые кубики, прям они классные. У каждого персонажа есть такая вот памятка. И у каждого персонажа, соответственно, есть фигурка. Памятка напоминает вам о том, какие способности могут быть на ваших картах. И именно когда вы разыгрываете карту с этой способностью, эта способность будет работать. А каждый персонаж сделан таким образом, что у него есть место, где он будет нести 2 или больше руды, а может быть и 1. Сколько он может нести руды, указано у него вот здесь на карточке, плюс, соответственно, нарисован, куда ее надо класть. То есть вот этому желатиновому кубику мы можем запихать в рот 3 руды, и он сможет ее переносить. Да, теоретически, конечно, могут туда впихнуть 4-ю, но по правилам так нельзя. А элитит, например, может нести всего 1, но у него есть другие преимущества и другие всякие интересные фишки. Так вот, мы отделяем все 3 колоды своих персонажей от колод других персонажей, выбираем из них карточки, в которых в верхнем углу абсолютно пусто и нет такой вот стрелочки. Замешиваем эти карты отдельно, те карты отдельно. Из этих карт мы берем 5 штучек, а из этих карт мы выкладываем 2 в открытую. И это наша колода улучшений, а это наша колода добора, а это наша рука, которую мы будем разыгрывать. Каждая карта построена, в принципе, одинаковым образом. И вот у нее вот здесь вот указано 2-3 действия, очень редко 3, иногда бывает 1, которые вы сможете делать этим персонажем, если разыграете эту карту. Плюс текстом то, что можно было бы сделать им еще. И всякие классные штуки там бывают в тексте, потому что все персонажи асимметричны и работают по-разному. Но самое главное, что у нас есть, это у нас есть вот такие 4 символа. Видите, они здесь вторыми. Эти символы позволяют вам делать следующее. Ножка. Разыграли ножку, походили на 1. Но интересный момент в том, что идти можно только через пунктирные линии. Прямые линии — это линии, где там обрывы и так далее, и оттуда можно только пролететь в соседнюю зону. То есть, в частности, вот у нас есть карточка дракона, которая называется «Драконье наследие», и с помощью этой карточки еще можно также перелетать через линии. То есть, сыграв эту карту, я могу перелететь дракончиком вот сюда. Дальше. Второй вариант, который у нас есть, это покопать. Вот такой вот.
И когда вы копаете, вы вскрываете большой жетон. Но важный момент, как только вы вошли в зону с каким-то жетончиком, вы вскрываете маленький жетончик, который там везде есть. И вот здесь сработала ловушка, это не очень хорошо. Есть специальная карта ловушек, которая скажет вам, что с вами случилось. Иногда там появляются кобальты, иногда появляется что-то еще. Так вот, если мы играем карту с киркой, мы переворачиваем вот этот жетончик, смотрим, что на нем есть, и в данном случае здесь появилось 2 руды. Отлично, этот жетон ушел, у нас там теперь лежат 2 руды. Чтобы подобрать руду, нам нужен такой вот символ с рукой, отдельный. И тогда мы могли бы взять вот отсюда прям руду, вот так вот, и красивенько положить ее дракончику либо сюда, либо вот сюда. Но взять можно было за один символ только одну. Дракон может нести 2. Несмотря на то, что это гигантский дракон, нести он может всего 2 руды. Маловато, но что делать. Далее, соответственно, есть еще символ вот такой, красненький. Этот символ позволяет нам подраться с кобальтами, которые бы стояли на игровом поле, или разрушать завалы. Завалы выкладывают разные игроки и события, которые происходят в игре, и тогда через эту линию вообще никак даже полетом нельзя пройти. И может случиться такая ситуация, когда вас, например, в какой-то комнате заперли завалами, и вам эти символы будут просто необходимы. Завал можно разобрать либо киркой, либо, соответственно, атакой. И вот так происходит вся игра. И вам кажется, что это достаточно банально и просто. Но если бы вы делали это один и играли в соло, хотя у него есть режим для соло, то это было бы, конечно, просто. Но когда кругом бегают другие персонажи и пытаются вам помешать, все становится гораздо веселее и забавнее. По одной простой причине. Во-первых, если, например, у вас какой-то персонаж прибежал сюда, а здесь есть кобальт, то вы вот этот жетончик вскрыли и получили себе вот такой вот сундучок, на котором тоже победные очки. Но вот с этим жетоном вы не сможете сделать ничего, потому что там есть кобальт. За исключением, опять же, отдельных моментов. Если у вашего персонажа есть невидимость, как есть, например, у моей вот этой как раз эльфийки, вот такой символ, то вы, в принципе, и в присутствии кобальта можете делать все, что угодно. Например, там то же самое, вскрыть, покопать и так далее. Вот смотрите, я вот здесь вскрываю вот этот жетон, и у меня здесь 4 вида руды, прямо так, смотрите. Черная, золотая и 2 красных. И в этом случае, поскольку присутствует кобальт там, он украдет сразу одну самую дорогую руду и засунет себе вот этот мешок. Конечно же, с ним рано или поздно надо будет побороться для того, чтобы, может быть, выбить из него этой руды, а может быть, иметь возможность подбирать все остальные вещи, которые лежат там, потому что подбирать тоже без этого нельзя. И бой здесь сделан тоже забавным способом. Когда вы хотите подраться с кобальтом, вы смотрите, сколько у вас персонажей находится на клеточке с этим кобальтом. То есть, например, у меня было бы 2. И тогда вот из этого мешочка специального я потянул бы 2 кругленьких жетона, вскрыл бы их и посмотрел, что есть. Вот это я по нему промахнулся, а вот это я кобальт победил, и при этом из него выпал еще один камушек прямо мне в ручке. Соответственно, из 2 этих жетонов я выбираю только один, то есть вот этот, и забросил его обратно. И за это я могу потянуть один камушек. Забираем его, опа, и забрали золотой. И вот моя темная эльфийка, которая с ним дралась, уже получила себе золотой кристалл. Для чего мы все это делаем? Мы это все делаем для того, чтобы прийти в одну из кузнец, вот здесь, и у него пламя ограничено, или вон там в самом начале, но туда возвращаться не очень хорошо, потому что вы хотите идти вниз, здесь более богатые залежи. Прийти туда и сложить все кристаллы, которые у нас есть нужные. То есть, например, я вот здесь подбираю этой подругой вот этот кристаллик еще, и вот сундучок подбирает мне вот этот кристаллик. В следующие ходы какие-то я прихожу сюда одним, потом прихожу вторым и трачу любое действие на то, чтобы сковать вот этот предмет. Все эти предметы выкладываются к нам сюда и дают нам возможность получать победные очки в конце игры. Как только один из игроков соберет 4 предмета, то игра закончится. И тогда мы посчитаем победные очки. Может быть, случится так, что вы накупили себе 4 дешевых предмета, а игрок, который покупал себе за дорогие кристаллы, за дорогие камни, предметы подороже, выиграет у вас, несмотря на то, что у него всего 3, а не 4. Есть еще интересный элемент с тем, что здесь клетки все, они ограничены в том, сколько в них народу может сидеть. И поэтому в подземелье может быть достаточно тесно. То есть вот первая клетка, в которой мы все стоим, она безграничная. Вот здесь может быть 5, а в любой другой клетке может быть 3. И может возникнуть такая ситуация, что просто как бы вот здесь стоят 3 героя. 3 героя. А желтому надо пробираться к кузне, но туда пробираться вот так вот 2 хода, а вот так вот 3 хода. А ходим вы, как вы понимаете, за 2 действия, даже с символом ноги, всего на 2. То есть в этот ход он придет вот сюда, например, сюда вот он даже теоретически перелетел, и он в свой ход не доходит туда, куда нужно. Подобную механику, в принципе, разыгрывания карт и действий персонажей можно увидеть, например, в игре в схватке в стиле фэнтези, но только здесь она как-то такая более динамичная, более грамотно построенная, и у вас всегда есть возможность сделать что-то за счет вот этого вот Джокера, который у вас есть постоянно, и за счет того, что карт, в принципе, у вас в игре не так мало, как бы, и всегда остается одна лишняя, которую вы не доигрываете. Важный момент в том, что когда все персонажи сделают по 4 хода, каждый из вас возьмет себе одну из этих карт, которые у вас лежат на планшетике, и это карты обычно улучшенные, или можно, соответственно, даже взять закрытую. То есть, например, чем они работают, как они работают. Вот этот вот персонаж говорит мне, что сыграв эту карту, я не только похожу и сделаю любое действие, но еще и замедлю всех оппонентов в своей клетке, а всем своим друзьям в своей клеточке дам специальный жетончик, который мне даст одно дополнительное действие, Джокер.
И если я пришел к своим, или, например, вот, как бы вот в такой ситуации, вот этот получит жетон минус движение, а мои вот эти вот товарищи получат все плюс одно действие. И смогут бегать, прыгать и лазать гораздо быстрее в следующий свой ход, добавив себе дополнительные, считайте, символы любого цвета на свою карту. Персонажи все разные не только в том, сколько они могут таскать предметов. Например, вот Велиндра, она достаточно быстрая, ловкая, она умеет перелетать где-то и может и у кобальтов из-под носа вытаскивать всякие предметы. Например, Гриди, который жадина, у него есть возможность, когда он кует, например, оставлять часть кристаллов себе, и это очень круто, потому что вам не придется за ними обратно бегать. А также он может, соответственно, выкидывать кобальтов в другие локации, и, например, если вот он стоит вот здесь вот, я прекрасно понимаю, что я вот сюда вот не успел, да, успел позже, чем прошел Рагнарос, мои ребята здесь стоят, и он будет ходить первым, но я сейчас скажу Гриди. Я вот закину сюда курсовку кобальта, и Рагнаросу придется потратить действия на то, чтобы бороться с кобальтом, и только, возможно, потом покопать этот жетон, если у него есть такие символы. Также в игре есть специальные реликвии, такие вот алтари. И если, соответственно, вы вытягиваете такой вот жетончик, к вам на это поле встает алтарь. Вы вытягиваете случайный вид алтаря, кладете его сюда, и это получается дополнительное действие за любой вид действия, которое вы хотите. Можете, соответственно, дотянуть карту или делать что-то еще. Этих вот жетончиков достаточно большое количество, на всех на них разные действия. Там и можно огонь дополнительно поджечь, и можно кобальта уничтожить, и можно даже в некоторых из этих мест паковать один раз за раунд. Пойдем дальше немножко по персонажам, чтобы вы понимали, насколько они разнообразны. Например, вот здесь вот есть алхимик, который добавляет жетончики своим персонажам. Он в свой ход может эти жетончики выкладывать, если у него есть специальный текст на карточке. И потом этим жетоном пользоваться как дополнительными символами и в игре. Классный. И летит вообще обалденный. Несмотря на то, что он всего лишь у себя вот в щупальках носит один камушек, он имеет возможность управлять другими своими персонажами, другими своими союзниками для того, чтобы иметь возможность более широко и разнообразно двигаться. То есть он, например, может там сыграть карту другого персонажа, которая уже была разыграна в этом раунде, и тем самым получить дополнительные действия. Короче, все обладают не то что прям супер-пупер крутыми способностями, но за счет того, что персонажи разнообразные, игра у вас получается разная, в зависимости от того, какой состав у вас есть персонажей в данный момент на планшете и в руке. Также в конце раунда всегда тянется карточка события. Это такие вот карточки, которые, во-первых, населяют ваше подземелье кобальтами, а во-вторых, иногда поджигают новое пламя, ну и дают какие-то дополнительные события. Например, что идет завал вокруг зоны, где находится больше всего персонажей, или что-то еще как бы из этого подобного, что все кобальты двигаются вперед. А в принципе все кобальты как раз стараются двигаться в центр карты, чтобы вам там максимально мешаться. Еще, соответственно, они всегда стараются воровать все запасы руды, которые находятся у них под ногами, что не всегда позитивно влияет на ваши взаимоотношения с этими самыми кобальтами. Ну и, как я уже сказал, если кобальтов становится слишком много на поле, то есть если выставлены все и вы должны выставить еще, игра сразу заканчивается, считаем очки. В итоге получилась достаточно веселая, быстрая и азартная игра, в которой нет обидного взаимодействия негативного между игроками. По той простой причине, что да, максимум, что вы можете сделать, это может быть заставить персонажа оппонента уронить кристаллик или уронить, например, какую-то руду. Или, например, подвигать его и вытолкнуть из схемы. Хотя иногда можно сделать очень злые вещи. Например, вот смотрите, здесь вот у нас стоят вот так вот там 4 персонажа, да? Даже 5, например. И вы прекрасно понимаете, что вот красный игрок сейчас будет ковать какой-то предмет там хороший, да, вот у него хватит на это. Вы своими действиями просто выталкиваете из него одного персонажа, при этом видя то, что у него на руке больше, например, карты, то есть рубашки у карт все разные под каждого персонажа. Вы видите, что у него, например, Велиндры на руке больше нет в этом раунде, и вы спокойно выталкиваете Велиндру, и вот он уже в свой ход ничего не скует. А вы спокойненько подберете дальше предметиков этих и запустите свое кование, заберете себе предмет за 22 победных очка. Круто, круто. Маленькое поле заставляет игру быть очень тесной, даже при игре втроем. И это вот у нас вкладка на 3 игроков, на 4 игроков будет еще 3 дополнительных персонажа. И вы постоянно где-то соперничаете, где-то пытаетесь отжать друг у друга что-то, даже с первых ходов. Потому что в первый ход, скорее всего, персонаж придет куда-то и покопает. Скроет, соответственно, кристаллики, и если там не будет кобальта, то второй игрок придет туда и уже начнет подбирать кристаллы вместо него. А кристаллы еще не забывайте, что разные ценности бывают. То есть там золотые вроде как считаются самыми ценными, и предметы с ними приносят обычно больше очков. Так что если вам интересно взять было бы себе, я бы сказал, пригорательную игру, где можно друг другу делать небольшие подставы, но при этом не особо сильно обидные. Игру, где вы можете посоперничать, посоревноваться и похитрить. Где вы сможете прокручивать всякие разные необычные вещи для оппонентов. Например, тот же самый Гоблин. У него есть прикольная способность, у него есть карта, которая позволяет после своего хода сразу сделать еще один ход. Ну, то есть он, скажем так, авансом заберет все свои ходы вперед, а потом будет смотреть, как все остальные игроки доделывают,
свои ходы, но при этом он там 3 раза подряд может походить, если у него 2 такие карты есть, выполнить целую кучу действий, да еще и сковать что-нибудь вперед в вас. И вот у каждого персонажа есть такие маленькие сюрпризики, которые позволят вам удивить ваших оппонентов. И комбинации персонажей будут разные каждый раз, и вы будете по-разному планировать свою тактику и что вы будете делать на игровом поле. Плюс миниатюры и иллюстрации в игре достаточно забавные, сделаны хорошо, отсылочек много, так что вполне можно попробовать поиграть в нее, но все же с обидчивыми людьми я, наверное, бы в нее не садился. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!